So, приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале Топ Обзор, на котором я делаю перевод реакции иностранных блогеров на нашего любимого артиста мира Димаша Кудайбергена. Сегодня у нас новый выпуск. Крутая новость, у нас появился телеграм-канал, жду вас там. Если вы впервые на нашем канале, то я просто обязан вас предупредить о том, что как переводчик я буду находиться в кадре, чтобы это видео не заблокировали. Спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Мы начинаем. Привет всем, с вами Питер Барби, профессиональный оперный певец и музыкальный продюсер. Привет всем, кто любит музыку, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мэгги Рене, я оперная певица. Ладно, почему я не посмотрела это раньше? Такая легкая задача, казалось бы, я из мира оперы. Я Ангел Азара, я профессиональная оперная певица, преподаватель вокала. Мы собираемся посмотреть еще одно видео. Это незабываемый день с выступления Гакку. Подход у него такой мягкий, интимный и проникновенный. И что мне особенно нравится, это то, что даже когда он поет так тихо, он всегда демонстрирует безупречную технику. Так, хорошо, друзья, и мне нужно немножко сделать паузу. Мне нравится тот факт, что эта песня гораздо больше похожа на речь, чем другие его произведения. Так, ладно, позвольте мне прокомментировать. Его тембр красивый и полный. Он открывает глотку, он открывает пространство так красиво, в середине своего диапазона. Красиво, полно, очень ярко, резонансно. Звук у него расположен. Это все, что нужно. Открытие классных, и эта пьеса, она такая сложная, потому что, конечно, тут нужно держаться в рамках и, знаете... Для настоящего сопрано это очень трудно, окунуться в такой грудной голос и сделать такие огромные прыжки. Он сейчас поет в нижнем диапазоне, это очень привлекательный звук, я очень краснею. Так, мне очень приятно это слушать, когда он достигает этого звука. Он раздает розы там? Или получает розы? А, нет, мне показалось.
Вау, мне это очень нравится, это феноменально. Насколько я помню, первым видео, которое я когда-либо сделал на Димаша, было видео на эту песню, но не на это исполнение. И прошло уже более 4 лет, кажется, с тех пор, как я это подробно разбирал, с тех пор я эту песню не слышал и никогда не видел этого выступления, поэтому я понимал, что это будет интересно вернуться и погрузиться в то, с чего начинался мой путь создания демозаписей. Это так красиво. Так, смотрите, в этом... Это такой забег, понимаете, и он был связан между собой. И если вы хотите стаккато сделать, вам нужен такой звук. Вам нужно скользить, понимаете? Это не всегда хорошо, сохраняя при этом хороший резонанс в своем диапазоне. Это большие скачки очень вверх и вниз, и он как будто бы пока звучит безупречно. Так, тем не менее, я имею в виду, что они определенно к чему-то приближаются, но приятно видеть, что это идет плавно, и следующий регистр, он все еще поет очень традиционно, так скажем, мужским традиционным голосом, на сцене сопрано, и нужно сбалансировать эти цвета. Like that right there. Видите, это я издаю звук, это он действительно поет, и так это фа диез пятая, и это в полном аппаратическом сопрано, где он явно использует головной голос, верно? Он не связывает это с чем-то более низким, но у этого голоса очень выраженное смыкание голосовых связок, присутствие резонанса. Так, хорошо, я просто хочу знать, как он переключился. Он просто сделал это так легко. Первая часть была такой легкой. Но я никогда не слышала это от человека в реальности. И тут дело даже не в точности, а в тоне, я бы сказала, в тоне, в качестве. Просто я не знаю, какие вопросы тут можно задать и как он вообще может это спеть. Тон! Да, именно такой тон, такой прыжок, высокий голос, головной, он переходит в свист, а затем спускается на этот низкий грудной голос. Здесь действительно крутой способ решить эту очень распространенную дилемму в оперных постановках с помощью дуэтов, повороте, и когда он поет Селин Дион и так далее. Я думаю, что это очень хороший способ решить эту проблему. Сила голоса.
сумасшедшее, просто что-то невероятно безумное. Во второй части он переходит к полноценным теноровым нотам, связанным с грудным регистром, но это все еще не верхний, средний регистр для его грудного голоса. Но мы еще очень далеки от вершины, понимаете, до последней ноты. Тогда мы начали попадать в совершенно непривычный диапазон, но вся эта средняя часть очень похожа на речь, произнесенную вслух. Это красиво, это безумие? Да, это безумие, друзья. И это очень прямо, я имею в виду, что это стаккато. Но даже для стаккато это должно быть открытым, или же очень узким. И вроде как очень плоское стаккато и прямое. И звучит оно просто потрясающе, но звучит так уверенно, так точно. Я как будто бы не могу даже в это поверить, что это звучит человек. Интересно, что они поют так близко друг к другу, и так гармонично, и так сразу вместе далеко друг от друга, но по-прежнему это звучит очень чисто. И это трудная вещь, уметь сливаться и идеально ритмично сочетаться с партнером по дуэту. Столько контроля над каждой нотой, вы видите, что он там. Можно почти разглядеть небольшой сигнал вибрато, который он передавал рукой. Сделал рукой вибрато. Это было много, за несколько секунд произошло очень-очень много всего. Подожди, он исполнил несколько высоких нот, и меня это отвлекло. Да, в этом коротком медленном фрагменте он исполняет несколько действительно крутых коротких рифов. Вот такие. Мелочи, понимаете? Безумно. Хорошо. Итак, он переходит от высокой фа диез к высокой си, чуть ниже высокой до, затем отводит микрофон и резко ударяет по высокой си, отпуская ее. А затем, когда он отпускает микрофон, он поднимается, я полагаю, до высокой фа диез, возвращает микрофон к тому моменту, когда мы слышим эту высокую фа диез, которая в этот момент невероятно высока. Мы дошли до фа диез шестой, мне кажется, в этой песне он перешел в ми втором, к фа диез шестому на Е2 в шахматной партии, как будто. Здесь мы переходим к свистящим тонам на ноте F6. О, это так безумно. Он такой, знаете, он может петь и тихо, что мне не хватает иногда. И потом он может опуститься и петь очень низко, и очень много. Здесь безумие. Она открывает так рот, обратите внимание, что
Это очень высоко, например, для моих наушников. Будьте осторожны, если вы тоже в наушниках. Это была челюсть, она полностью отвисла. Не так ли? Я не думаю, что ей необходимо делать это. То есть нужно добавлять пространство по мере необходимости. И обратите внимание, что делает Димаш. Он не занимает много места в начале, а затем он открывается, когда поднимается выше. Такой, мол, да, хорошая работа, давай сделаем это. Это было мощно. Боже ты мой. Что это нахрен было? Итак, теперь мы получаем то же самое восхождение на 2 октавы. Все это вплоть до all the way up to... этого момента, за исключением того, что на этот раз он дает волю своему настоящему тенору, крутому голосу, а затем, когда он поднимается выше, он как будто бы готовился к этому всю свою жизнь. Так. Ладно. Так что он просто сделал свой тенор, он воспитал тенора, у него классическое образование, он такой и вынес это наружу. Извините, я так взволнована этим парнем, поэтому я могу обучать людей и все такое. Это очень яркая лирика, просто очень хорошо, так приятно слушать. Я не знаю, вы заметили, где произошло изменение, но он внес свой рокерский рык сразу после того, как использовал его, чтобы подняться выше. Вот эта часть пошла, она прерывистая такая, она означает, что вам действительно нужно активировать эту диафрагму свою и поддерживать ее, чтобы сделать звуки короткими. И это должно проходить на протяжении всей песни. Голос остается наверху, и вам приходится погружаться, подкручивать этот свистящий тон, как будто бы, понимаете, о чем я? Он такой расслабленный, как будто бы без усилий он это делает, а потом переключается на... Так, извините, что наушники это не передают, он просто делает вот так, как будто бы ничего не делает для этого. Это абсолютно... Не знаю, я чувствую, что это сбалансированный микс изменился. Так, подождите. Что это было сейчас? Что это за нота? Или это было просто как скрежет какой-то? Мне очень жаль, что я это говорю, ребята. Мне придется вернуться на секунду, потому что это сбивает с толку. Так, давайте вернемся к этому времени. Я собираюсь сказать прямо, что перед этим все, что произошло, был период простоя, когда у него как будто бы нет микрофона возле лица, и он такой выразительный. Но он выглядит на сцене невероятно хорошо, он держится, и вот этот момент он был похож не на скрежет, а на свист какой-то. Я такого раньше не слышала никогда.
Когда он переходит из одного регистра в другой, его цвет меняется от более темного к очень яркому и насыщенному. Прямо здесь. Нет, вам это не сойдет с рук, мне об этом говорить не нужно. Так, подождите, это сумасшествие. Is this beautiful? Это прекрасно, и так он сразу переходит к высокому регистру. А затем восклицает: «Боже, я все время забываю, что тут происходит». Вот оно, вот рокерский рык. И затем вот что он делает, друзья. Он делает это, чтобы доказать, что он на самом деле поет. Или же нет. Это, по сути, то, что он делает дома. Он показывает, что это его настоящий голос, вероятно, из-за того, что некоторые певцы должны доказать, что они не поют под фонограмму, когда поднимаются очень высоко. Это безумие. Все это создано не для человеческого голоса изначально. Вот. И в оригинале как бы не предназначено для человека. То есть это в фильме делала машина, а не человек. Поэтому это такой вызов от Димаша спеть настолько сильную песню. Вау, друзья, еще одно нокаутирующее выступление от Димаша. Так приятно слышать его с другим исполнителем, потому что я вижу, что иногда он не выступает с людьми, и просто, знаете, нужна поддержка, нужно показать себя и все такое, но Димаш, он знает каждую ноту, он может каждую ноту петь, каждую гармонию, и он предпочитает быть добрым коллегой в паре и создавать что-то прекрасное вместе. Вы знаете, я не могла сказать вам, что это была за нота такая, потому что в начале этой ноты вы можете услышать ударение, которое он делает. Она очень высокая, всего на миллисекунду это ударение, потом оно превращается в звук дыхания, с которым я, наверное, не знакома. И он поднимается вверх. Я слышала несколько версий, где кто-то не поднимался так высоко. Так что в этом фрагменте он просто стремится к этому верху, и для него это очень хорошо получается. Это просто невероятно, это просто невероятно. Это была какая-то автонастройка, как будто бы, или нет. Но факт в том, что добиться такой высоты, как будто он использует тумблеры, знаете, и... Что? Ладно. Я предполагаю, что это было D8.
Мой разум не может обработать то, что я сейчас услышал, а в моей голове нет никаких мыслей. Я пытаюсь придумать, что сказать, так нет. Full. Полное мастерство. Это действительно одно из самых впечатляющих вокальных выступлений, которые я когда-либо видел. Пожалуй, это мое самое любимое выступление Димаша за всю историю, и я просто в восторге от техники, мастерства и диапазона, который он демонстрирует в этом видео. Это действительно одно из самых невероятных вокальных выступлений, которые я когда-либо видел. Это совершенно точно. Вам тоже это понравится. Вы узнаете больше тонкостей, еще больше оцените его вокальные способности. Это действительно ни на что не похоже в мире. Мне просто очень приятно видеть, что... Кажется, он хороший коллега по сцене, которого я бы выбрала 100%. 100% я бы отдала годы своей жизни, чтобы спеть с ним дуэтом. Интересно, можете ли вы повлиять на такую подачу или назвать мне? Это было увлекательно, друзья. Я не знаю даже, что сказать, как на это реагировать. Это так необычно. Вау, да. Ну окей, это было действительно здорово, это здорово, определенно. Я, как автор канала, сейчас коплю на новый компьютер, для того, чтобы делать качественные видео на нашем канале. На данный момент времени накоплено всего 3% от нужной суммы. Если у вас есть возможности и желание помочь мне в этом, то все ссылки будут в описании к видео, а код на экране прямо сейчас. Имена всех тех, кто мне помог, я буду называть в новых видео. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, поделитесь роликом с друзьями, пусть они также дадут свою оценку невероятному голосу Димаша. С вас лайк, с меня новая реакция. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, обязательно подписывайтесь на наш канал Топ Обзор. Мы также есть в Телеграме и ВКонтакте. Спасибо, что вы со мной. Храни вас Бог.